Партия, которую упустили шахматные обозреватели, прошли просто мимо стороной. А я нашел и сейчас вам представляю важность открытых линий, развитых фигур и в особенности 8-й горизонтали. Синдаров против Уэсли Соу-Соу. Пихундель Королевский начинает свой шахматный путь. Пихундель Королевский, только другого цвета, отвечает ему взаимностью. Канина пошла вперед, Канина пошла вперед. Слон развился. И тут у нас защита двух коней. Можно пропердолить сюда коня. Устроить атаку жареной печени. Когда-то это было актуально, популярно, а сейчас это дрова, так как у черных есть много опупительных противодействий. Поэтому синдарим пешечку аккуратненько на d3. Слон c5 это все развитие. Конь c3. Такой полусковский, полупокерный дебют. Левой пяточкой аккуратненько развиваемся. Все хорошо. Сделали рокировку. И сейчас после рокировки середина игры не заставит тебя скучать. Это все симметрия, чтобы конем просто отойти на поле А7 по диагонали. Программный ход слон Е3. Куда же без него идея этого хода, чтобы после взятия этого слона вскрыть себе линию F, подготовить продвижение D4 и переметнуться ферзем сюда с Е1 на G3, посматривать на вот эту вот дурочку. Поэтому желательно этого Сидора не брать на поле Е3. Вместо этого Уэсли Соу-Соу припетросянивает своего пихунделя на поле d6, развивает белопольника, защищает слонинку на поле c5. Хорошо, ну давай тогда я заберу, сдвою тебе пешки. Вот здесь, кстати, на поле c5 вот эта вот пешка начнет движение перед поражением. Во как сказал. Ну а ты, если впервые, подпишись, лайк поставь, напиши свой царский комментарий. Таких обзоров ты не увидишь нигде. Но получается, поле на d5 полупокерное, можно туда засандалить коня, так и делает Синдарь. Соу-Соу ладейкой защищает пешку на поле e5, хотя она и так защищена, лишним не будет. Можно как-то пешечкой аккуратненько сюда, ферзя сюда, потом на f7 ему немножко спросить, как живется. Хорошо, коник аккуратненько отступил. Этот коник поскачет на g4 или на f5, скорее всего на g4, тоже скажет свое последнее слово в этой партии. Поможет так поможет. На, b5 тебе на королевском фланге. Уэсли немножко офигевает. Говорил, что я играю за сборную Америки, так что я должен держать пистолет хвостом и не забывать, кто мою руку греет. Поэтому я буду защищать честь Америки. Слон e6. Такой же программный ход следует от Уэсли, но только разница в том, что если брать теперь пешкой F, получается вот здесь дрова, сдвоенные пешки и тут, и там, и тут, и там. Ну ладно, давай разменяемся. Разменялись. Поле d5 то все равно остается. И надо как-то теперь попробовать подорвать открытую линию. Линия открытая. А тоже поможет нифигово в этой партии. b3. Хорошо, пошел аккуратненько. Уэсли развивает ферзя. И со своей стороны также пытается как-то сюда засунуть коника. Потом ладейку. Ферзя на h3 там. И устроить расколбас кандидату на отпердоливание Гукеша. Ладно, дальше смотрим. А4. Пора бы подрывать линию. Вместо того, чтобы b4 просто засунуть, укрепиться. Опять страдать с вот этими пешками. Уэсли Соу решил не страдать. А зачем страдать, если можно не страдать? Вот такая правда жизни. Пошла ладейка сюда. Каролина отступает, чтобы двинуть пешкой f4. Вообще отступление вот этого вот евнуха на поле h1. Это ради того, чтобы убрать вот эту вот диагональную связку полупокерную. И заебенить пешкой на поле f4. Так, набираем разгон в этой партии, ребята. g6. Пошел Уэсли пешкой защищать своего короля. Конинка на g4, чтобы задвинуть пешку f4. Пошел король, мобилизирует свои дрова, чтобы что-то предоставить, какие-то сделать угрозы белым в этой партии. Ферзь на e1. Ферзь может выскочить на поле c3, вот этого слабака поиметь. Конь h5. На краю доски конь. Ну вы помните, да? АБ и ферзь c3. Нападает Синдаров на слабую пешку. f4 отказался от этого варианта, ведь здесь вонючий конь подошел, чтобы эту пешку крыть. Отдает Уэсли пешку. Если забрать эту пешку, последуют дрова. Ладья c6, просто нельзя так играть. И на отступление ферзем на а7. Вонючая ладья вторгается в огород и жертвует себя шахматным индийским богам. Ну да ладно, здесь просто конем надо брать вот так вот, и все хорошо. У черных все хорошо, а белым надо понюхивать баллон. Ладно, но в партии
и так не случилось. На c5 этого слабака никто брать не будет. Синдарь синдарит на а5. Хорошо, b4 двинешь, отступлю ферзем на а1 или на b2. Смотрим. Ладья сюда пошла на c6. Открытую линию занял, и по открытой линии сейчас буду тебя чехвостить и в хвост, и в гриву, и в жо. Конь отступает сюда аккуратненько. Пытается Уэсли как-то здесь этим конем непонятные движения делает по-филиппински. Ходом h3 профилактикой не дает Джавахир запихнуть сюда этого небритого. Конь опять пошел на край доски. Ну, конь на край доски хуже, чем дочь в сауне, вы помните. Вот и пришло время занимать открытую линию. Конинка сюда подтягивается. Синдарь берет вот здесь и g3. Конинку прогоняет. Может одна из конин стать на поле e2. Но тогда после e2 получится вот такая вам e2. Пешку потерял, а вместе с пешкой потеряет и партию. Поэтому после g3 Уэсли отступает сюда на поле e6. Ему по кайфу обстановка. Ходом конь g4 Синдаров подготавливает, как бы это странно ни звучало, матовую сеть для этого старого дрыща. Напал на пешку дополнительно. Как ее защищать? Защищает ходом ферзь d6 и начинается лютый движ. Сначала на пешку еще напал вот здесь. Ничего лучше Уэсли не придумал, как сыграть конем на поле g5. Но это вообще полупокерные ходы. А что он придумал, если ход h4 сыграть, спросите вы? Все нормально, он сыграет просто h5 и на взятие вот так вот получится, с непонятными перспективами за обе стороны. Но тут является возможность забрать восьмую горизонталь по открытой линии, войти, потом каким-то чудесным образом доставить туда ферзя и поставить Матильду черному королю. Звучит как сказка? Нет, через несколько ходов это станет реальностью, и Уэсли нам поможет. Я вам сейчас все покажу. После ладья 8 Весля не принимает никаких серьезных действий, по примеру ладья 6, например, чтобы выменять, забрать назад эту открытую линию. Активную ладью надо было бы поменять. Что это за грузы такие пошли? Это не Аронян, конечно, но все равно надо что-то предпринимать. Он забил на эти все дела, на ладью, сыграл ферзем на поле e6, получил проблемы. Сильным ходом король на g2. Идея этого хода в том, чтобы защитить всратую пешку на поле h3. Она и так защищена. Конь, кстати, стоит тоже на краю доски, охраняет. И вот здесь с этого хода, вот именно с этого хода, начинается лютый движ Париж. Уэсли неправильно оценил свою позицию, так как Синдареву надо доставить ферзя сюда. И что делает Уэсли я тебе расскажу после твоего лайка и подписки на этот канал. Обратите также внимание на часы. 26 секунд на флажке играет Синдаров. И Уэсли играет с минуткой на часах. Вот вам приколы, ребята. Ну да ладно, не буду я тянуть коня за хвост. Если ты нашел ошибочный ход за Уэсли, я тебя поздравляю. Ты можешь зевать так же, как Гроссмейстер 2772. Он пихает пешечку на поле c4, после чего ее надо брать одной из пешек. Неважно, в принципе, какой из пешек брать, но лучше брать пешкой b. b забрала на c4 и b забрала на c4. Сразу же оценка позиции подскакивает, как давление у гипертоника. И тут уже никакая таблетка не поможет, ведь сильным ходом ферзь b4 выясняется, что нет защиты от мата. Или мат, или огромные потери материала. Угрожает просто ферзь f8 засунуть, а потом приписюнить короля к стенке. Единственный ход, который защищает, это конь h7, и Уэсли его находит, но защищает он ровно на 4 хода. Дальше следует Матильда красивая. Ферзь b8 заехал ему в чресел. Угрожает просто мат на h8. Несколько секунд Уэсли подумал. Остался единственный ход f6. И после того, как он сделал f6, он сдался. Почему же он сдался? Никому он не сдался. Но получается, что после шаха на поле h8 следует вот такой вот матюк. Подписка, лайк, смотри баталии с Ароняном. Там немножко поинтересней. До новых встреч!